удар по центру Киева. Цели названы. Заявление Зеленского об остановке войны. Особый режим в Москве. Меры безопасности экстренно усилили. Украина готовит покушение на Путина. Расстрел военных. Жесткое решение суда. Казнь бывших министров обороны. Огонь на поражение. США подняли истребители. Военный флот направлен к Ирану. Что задумал Трамп? Об этих и других самых главных событиях утро пятницы 8 мая. Факты, которые имеют значение. В эфире «Нехта», крупнейший русскоязычный новостной канал на YouTube. Я Алексей Бурлаков. Поехали. Пермь могла выйти из состава России, если бы взрывы были еще более мощными. Снова удар по нефтяной инфраструктуре и снова глубоко в российском тылу. По сообщениям местных жителей и медиа, в городе звучали взрывы, работало ПВО, а рядом с линейной производственно-диспетчерской станцией Пермь поднялся густой дым. Губернатор Пермского края подтвердил атаку дронов на одно из промышленных предприятий региона. Это уже не первый такой удар по Перми за последние дни. Каждый день Россия может сделать выбор и остановить свою войну, и не на несколько часов, чтобы получить наше разрешение на проведение парада в Москве, а так, чтобы беречь жизнь людей. Надо ценить людей, а не парады. Надо устанавливать мир, а не бегать по столицам мира с мольбами о паузе на 9 мая. Мир нужен. Благодарю всех, кто помогает России это осознать. Станция находится более чем в 1500 километров от Украины, а значит, речь идет о дальнем и демонстративном ударе по российскому тылу. Пермь – это не случайная точка, а часть цепочки снабжения одного из крупнейших нефтеперерабатывающих узлов региона. Всей страной на защиту Путина особые меры безопасности и особая подготовка. Даже так называемый «бессмертный полк» пройдет в электронном формате. Ну хорошо, что не в Майнкрафт. Встретиться по e-mail? Песков заявил, что безопасность Путина на 9 мая будет обеспечена безусловно. Спецслужбы уже в работе. Всегда принимаются дополнительные меры безопасности по линии соответствующих специальных служб. Также происходит и в этом году, в том числе и с учетом достаточно сложной оперативной обстановки на фоне террористической угрозы киевского режима. Российские говорящие головы постоянно повторяют, что Киев задумал обстрел или парада, или лично Путина, часто доходя до самых абсурдных выражений. Рикошетом досталось еще и Армении, хотя, казалось бы, она тут при чем? По Москве он обещал нанести удары, где будут находиться ветераны Великой Отечественной войны, в том числе. Всю жизнь, не деля никого по национальности. Там были граждане нашей страны, граждане других стран, в том числе и Армении, этнические армяне, ветераны. И никто из нынешнего руководства Армении Зеленского не отдернул. Так вы на чьей исторической стороне? Вы кого поддерживаете в историческом контексте? Российские пропагандисты даже опубликовали карту, мол, если Киев нанесет удар по параду, куда они нанесут ответные. В случае провокации под удар попадет весь правительственный квартал и Верховная Рада от Мариинского парка вниз до Кабинета министров по улице Грушевского. Здесь Верховный Совет Украины. Рядом посольство Латвии и Японии. Чуть дальше на Владимирской 33 здание СБУ и тут же посольство Армении. Тут, к слову, не указано посольство Китая, которое тоже находится в непосредственной близости к Верховной Раде. Да и Верховная Рада и Верховный Совет вроде как одно и то же. Но оставим это на совести пропагандистов. Вопреки российским предостережениям, ряд дипведомств отказались вывозить свой персонал и сотрудников из украинской столицы. Знали все, но догадывались немногие. Скрытая программа подготовки кадров для ГРУ в одном из самых известных вузов РФ. Речь идет о 4-й кафедре военно-учебного центра МГТУ имени Баумана. Как утверждает The Insider, ссылаясь на внутренние документы, кафедра официально называется «Специальная подготовка», но на самом деле обучает студентов хакерским атакам, цифровой разведке, прослушке, созданию вирусов и методам дезинформации. Часть выпускников этой
программы уже служат в подразделениях ГРУ, в том числе в части 7.44.55, которую связывают с кибератаками на гражданскую инфраструктуру Украины и Грузии. Студентов учат не только взлому, но и созданию манипулятивных видеороликов и скрытой пропаганды. Расследование также описывает, что программа тесно связана с действующими офицерами российской разведки и использует боевой опыт войны против Украины как учебный материал. Среди дисциплин шпионские технологии, работа с уязвимостями американских сетей, методы перехвата связи и изучение западных военных систем. Практику студенты проходят на предприятиях, связанных с оборонкой и уже попавших под санкции. Солдаты врага уже в Европарламенте. Заявления, которые не должны были звучать в стенах демократических организаций. Скандал возник из-за попытки организовать поездку в Россию. Евродепутат Фернанд Картайзер разослал коллегам письмо с предложением приехать в Санкт-Петербург на экономический форум, где запланирована и личная встреча с депутатами Госдумы. По сути, речь идет о приглашении европейских политиков на площадку, где традиционно появляется Путин и где Москва может снова искать для себя удобные контакты в ЕС. Картайзер и раньше ездил в Москву, и после одной из таких поездок его исключили из политической группы в Европарламенте. Особенно показательно, что он сам отказался называть, кто откликнулся на его предложение, сославшись на возможные негативные последствия для участников. Нет, поездка, конечно, не запрещена, но такой политически радиоактивный жест на фоне войны и 20 пакетов санкций против России выглядит по-идиотски. Двух бывших министров обороны приговорили к смертной казни по делам о коррупции. Военный суд признал их виновными в получении и даче взяток. Оба ранее входили в Центральный военный совет Китая и занимали один из самых высоких постов в китайской силовой системе. Приговор у них одинаковый, решили творчески не подходить. Смертная казнь с 2-летней отсрочкой, пожизненное лишение политических прав и полная конфискация имущества. На практике это чаще всего означает, что через 2 года высшую меру заменят на пожизненное заключение без права на смягчение или досрочное освобождение. И тут хочу спросить ваше мнение. Как вам такое наказание за коррупцию? Пишите свои ответы в комментариях. Европа таки берет дело в свои руки. Франция пытается разжать Ормузский узел сразу 2 руками – дипломатией и флотом. Париж предлагает компромисс между Ираном и США. Тегеран открывает Ормузский пролив для гражданских судов и получает взамен свободный экспорт своей нефти и газа, а Вашингтон снимает морскую блокаду и возвращается к переговорам. Поэтому французская авианосная группа во главе с Шарлем де Голлем уже вышла из Тулона и направляется к южной части Красного моря, чтобы стать основой возможной международной миссии по защите судоходства. Вы знаете, Шарль де Голль обладает большим радиусом действия благодаря своему оснащению и сопровождающим его кораблям, которые позволяют ему участвовать в оборонительных миссиях. Именно поэтому мы так быстро развернули его в начале войны с Ираном, в Средиземном море, чтобы он, благодаря своим возможностям, придал убедительность нашей оборонительной позиции для защиты наших граждан и наших партнеров, которые подверглись атакам со стороны Ирана. Любое новое обострение в Ормузе сразу бьет по нефти, дизелю и экономике Европы. После новой перестрелки в районе пролива цены на Брент уже подскакивали до $102 за баррель, а европейские НПЗ начали сокращать переработку. Через Ормуз проходит больше 1/5 части мировой торговли нефтью, и если кризис затянется, Европа заплатит за это миллиардами. Тем временем США снова пошли на силовую остановку иранского судна в море. По данным Центрального командования, американский истребитель F-18 открыл огонь по иранскому танкеру «Хасна» в Оманском заливе после того, как экипаж проигнорировал требования остановиться. Ударом из 20-миллиметровой пушки, как утверждается, вывели из строя рулевое управление, и танкер больше не смог идти в сторону иранского порта. В Вашингтоне это подают как очередное принуждение к соблюдению морской блокады Ирана. В Центральном командовании прямо заявили, блокада иранских портов остается в силе, а американские военные будут и дальше останавливать суда, которые попытаются ее нарушить.
Еще одна странность в поведении американского президента неожиданно всплыла на поверхность. Трамп все чаще живет в ночном режиме. Это уже бросается в глаза не только его подписчикам, но и журналистам. По их подсчетам, за месяц президент США побил рекорд, опубликовав 565 постов. Это примерно 18 в день, причем каждый третий глубокой ночью. Для сравнения, в апреле 2018 года он писал почти в 2 раза меньше. Особенно активен Трамп по выходным. Почти не бывает ночи, чтобы он совсем молчал. На это уже отреагировали в Белом доме. Президент Трамп – это самый прозрачный и самый доступный президент в истории США для медиа, и его возвращение в Белый дом спасло традиционные медиа от банкротства. Пресса знает, что не может насытиться Трампом, а американский народ ценит его непосредственные мысли по важным для нашей страны темам. Содержание этих постов тоже все чаще вызывает вопросики. В апреле Трамп публиковал и картинки, включая изображение себя в образе Иисуса, постил агрессивные фото с намеками в адрес Ирана, снова атаковал итоги выборов 2020 года и подогревал свою аудиторию привычными уже лозунгами. Должно быть, именно это в Белом доме называют прозрачностью и прямым контактом с народом. Выборы, которые могут стать тяжелым политическим ударом для премьер-министра, стартовали в четверг. Миллионы избирателей голосуют на местных и региональных выборах в Великобритании, и по прогнозам лейбористская партия рискует потерять большое число позиций. На этом фоне все громче звучит вопрос, способен ли Кир Стармер вообще удержать контроль над страной и собственной партией. Главной сенсацией может стать прорыв Reform UK Найджела Фараджа. Правопопулисты могут серьезно усилить позиции и могут стать одной из главных сил британской оппозиции. Слева по лейбористам бьют зеленые, отбирая у них поддержку в Лондоне и крупных городах. Если прогнозы подтвердятся, эти выборы могут стать не просто неудачным днем для Стармера, а началом большой перестройки всей привычной двухпартийной системы Британии. Ну а в рамках подготовки к 9 мая в России прошли флешмобы. Довольно странные флешмобы. Ну, как и все в России. Так, кто? Местная? Нет, с деревни. Деревня, партийная? Детей кормить нечем. Детей. Советская власть накормит. Может, отпустите, гражданин начальник? Обязательно отпустим. Ну, не виновата я. На Соловки отпустим. Спасибо, что досмотрели до конца, а мы с вами встретимся уже вечером.